Приветствую всех на моем канале. Сегодня разберем героя тир-1 светлой стороны Ори. Мне нравится аватарка вот этого персонажа, но сам персонаж раньше был специфический. Много нужно было вложить всего в него, дабы он мог играть, в принципе. Но персонаж неплохой. Что мы у него имеем? Урон 9-10, выше, чем у хоббитов, но ниже даже, чем у фармера, к примеру. Командование 34. Это среднее для тир-1 героев в основном. Концентрация 39 неплохо, защита 31. Инициатива 21. Неплохо. Забегая наперед и о остальных тир-1 героях сразу говоря, почему я в видео, когда разбираю их, не рассматриваю артефакты. Все просто. Раньше это было очень важно, потому как артефакт синему герою можно было получить довольно просто. Сейчас для получения артефакта героя синего вам нужно будет поднять его сначала в фиолетовый ранг, на ранге 5, что довольно просто, но потребует элементы фиолетовых героев. А на ранг 10 еще дороже это обойдется. И скорее всего это сделают лишь отдельные игроки. Все остальные люди в основном к этому периоду поймут, что в легендарный ранг лучше все-таки поднять эпического героя сразу, как он у нас тут сейчас называется, да, эпический, чем очень долго и упорно все-таки трудиться над синим. Если это будет синий герой изначально, то будет максимум 1-2, если вы хорошо вкладываете деньги в игру. Итак, перейдем непосредственно к нему. Титулы. Последний титул у нас интересный довольно-таки. Защита юнитов гномов, формирование командира плюс 40 на максимальном уровне в течение 6 раундов. Кто помнит, у Двалина на 10 раундов, но здесь есть нюанс. У Ори этот эффект зависит от защиты. Юнит очки здоровья плюс 10%. То есть, если мы повысим ему показатель защиты, у нас здесь будет не плюс 40 на 6 раундов, а циферка посерьезнее. Кровь Дурина, стандартный навык для всех гномов, наносит 700 физического урона 1-2 формированиям. Дополнительно урон навыком плюс 10% в течение 3 раундов, то есть сам на себя накладывает этот бонус до следующего срабатывания навыка. Но учитывая то, что урон изначальный довольно низкий, это так себе навык именно для него. Приказчик, концентрация командира и одного союзного командира плюс 20. Неплохо. Инициатива плюс 5, атака юнит плюс 3, командир атака плюс 3. Музыкант. Восстанавливает 420 очков здоровья юниту формирования командира один раз и снимает одно ослабление. Срабатывает каждый 3-й раунд. Сейчас проверим, 420 или нет. Да, был прав, 420. Итак, варианта игры им 2. Менее эффективный это через личный урон. Тогда берете обязательно кровь Дурина на максимум. Приказчик нет. Это нет. И гном-воин. Если через личный урон. Почему? Потому как у многих предметов на личный урон параллельно идет 2 параметра на атаку герою и защиту герою. Этот навык будет работать все-таки. Вариант второй, играть им наиболее эффективный, на мой взгляд, это все-таки через поддержку. Тогда берем опять же гном-воин на максимум. Музыкант на 5 хотя бы. И приказчик. Если у вас есть кто-то еще в команде, кто лечит, и кому важна концентрация, приказчик на 5 ради инициативы можно взять. Если нет, тогда в принципе все в музыкант, все, что останется в приказчик. По одежде, что ему подбираем? Опять же, зависит от того, в каком ряду он у вас будет играть. Основной параметр, на который концентрируемся, это командование плюс защита. В любом случае, защита ему нужна будет.
Если через личный урон там еще и атака, но, скорее всего, так мало кто играть будет. Командование плюс защита, как основной. По комплектам. Таран-та-там. Что у нас здесь наиболее эффективно ему будет? Наиболее эффективно, если юниты урона у вас имеются в армии под ним. Это свежевание, мощь. Боевой клич сомнительно, нет. Свежевание и мощь. Если в первый ряд он вам нужен, дабы в паре с кем-то, потому что сам он не выдержит, дабы в паре с кем-то стоять, это стойкость и маневрирование, однозначно. Больше ничего ему не подойдет в принципе. Герой довольно простой, как в применении, так и по юнитам в дальнейшем. Гномы и вперед. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.